Привет всем! Я Фирюза, и вы на канале Откровенно науки. В предыдущем видео мы задали простой, почти наивный вопрос. Почему на ярком объекте вдруг появляется тень? Теперь пойдем дальше. Туда, где заканчиваются красивые слова и начинаются цифры, пределы разрешения и жесткие физические ограничения. Представим, что нам действительно удалось что-то зарегистрировать. Не изображение, не форму, не контур, а радиосигналы, очень слабые и разреженные, полученные сетью радиотелескопов, разбросанных по всей планете и синхронизованных с помощью атомных часов. Сколько информации реально содержится в этих данных? Настолько мало, что даже сами участники проекта честно указывали, предельное угловое разрешение всей системы около 25 микросекунд дуги. Это не оценка на глаз, это результат прямого расчета. Длина волны около 1,3 мм, максимальная база интерферометра примерно диаметр Земли. Теперь сравним. Оценка углового размера гравитационного радиуса сверхмассивного объекта в центре галактики М87 – это 15 микросекунд дуги, меньше, чем разрешающая способность всей системы в 25 микросекунд дуги. Из этого следует однозначный вывод. Объект нельзя увидеть как изображение, потому что его размер меньше предельного разрешения всей системы наблюдений. Его невозможно увидеть напрямую. Невозможно различить форму. Ни при каких алгоритмах, ни при каких фильтрах и ни при каких вычислительных приемах невозможно извлечь информацию, которой физически нет в данных. Согласно оценкам, так называемая тень черной дыры имеет размер около 40 микросекунд дуги. Если бы ее сфотографировали при помощи обычного телескопа с предельным разрешением 25 микросекунд, то получили бы фотографию 2 на 2 пикселя. 4 точки разной яркости, не больше. 4 пикселя не могут содержать форму кольца, геометрию, симметрию, структуру. 4 пикселя – это всего лишь 4 точки разной яркости, и все. В реальности изображение получали не оптическим телескопом, а используя сеть радиотелескопов. Но принципиально это ничего не меняет. Эффективное угловое разрешение и число независимых элементов изображения остаются того же порядка, а значит, информации все так же катастрофически мало. Ее почти нет. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вместо того, чтобы честно сказать, у нас есть информация, которая эквивалентна 4 пикселям и огромная неопределенность, публике показали гладкое, симметричное, эстетически выверенное кольцо. Откуда оно взялось? Ответ простой и крайне неприятный. Оно не было сфотографировано. Оно было просто нарисовано. Астрономы взяли интерферометрические данные и начали создавать изображение из своего воображения, основанного на моделях черной дыры. Это не проверка теории, это подгонка наблюдений под теорию. Своими видео о так называемых фотографиях черной дыры я хочу показать, что существование черных дыр пока еще не доказано. То, что выдается за фотографию черной дыры или фотографию тени черной дыры, на самом деле является лишь реконструкцией в рамках общей теории относительности. В октябре 2018 года в журнале Monthly Notice of the Royal Astronomical Society была опубликована статья группы ученых под названием Shadows of Spherically Symmetric Black Holes and Naked Singularities. Стоит отметить, что журнал Monthly Notice of the Royal Astronomical Society – это один из топовых журналов в области астрофизики и гравитации. Статья была опубликована еще до торжественного объявления, что получено фото черной дыры. Это связано с тем, что авторы статей уже были знакомы с работой коллаборации Event Horizon Telescope по созданию фото черной дыры и написали свое мнение. В переводе на русский. Эти результаты показывают, что само по себе наличие тени не доказывает, что компактный объект обязательно является черной дырой.
Теперь вспомним еще один принципиально важный момент, который часто стараются замолчать. До 2019 года массу компактного объекта в центре галактики М87 оценивали классическим независимым способом по динамике звезд и газа, по эффекту Доплера, по законам небесной механики, без общей теории относительности, без горизонтов событий, без теней. Результат этих измерений был определен точно от 3,5 до 4 миллиардов солнечных масс. Это была эмпирическая оценка, основанная на наблюдаемом движении вещества. А затем появляется тень. И внезапно масса объекта вырастает почти в 2 раза и становится 6,5 миллиардов солнечных масс. Почему? Потому что так решили ученые. Потому что иначе возникло бы противоречие с общей теорией относительности. Потому что в моделях черной дыры размер тени напрямую связан с ее массой. Если оставить старую массу, размер тени не совпадает с тем, что нарисовала модель. Если увеличить массу, то можно как-то увязать. Что сделали дальше? Массу просто увеличили. Получился замкнутый круг. Сначала модель говорит, какой должна быть тень. Потом под эту тень подбирают массу объекта, а после этого объявляют, что все идеально совпало. Но совпало не то, что увидели, а то, что заранее придумали. Это не экспериментальная проверка теории. Это самосогласованная система, в которой теория подтверждает сама себя. И теперь зададим финальный, но принципиальный вопрос. Если бы вместо черной дыры речь шла о чем угодно другом, о новом химическом элементе, о фундаментальной частице, о биологическом объекте, о медицинском снимке, приняла бы научная общественность такую процедуру? Ответ очевиден – нет. Но здесь сработали сразу 3 мощных фактора. Первый – магическое слово «черная дыра». Второй – колоссальный научный авторитет огромной международной коллаборации. Третий – красивая, эмоционально воздействующая картинка. Критическое мышление было отключено. И в результате произошло следующее. Первое. Реконструкцию назвали фотографией. Второе. Модель наблюдением. Третье. Подгонку подтверждением теории. В 2019 году миру показали не доказательства, а интерпретацию. Причем интерпретацию, замкнутую на саму себя. Представьте себе такую ситуацию. Охотники за лохнесским чудовищем сенсационно заявили: получена первая в истории его фотография. Спустя какое-то время уточнили: это всего лишь фотография тени чудовища. Потом добавили: никакой фотографии нет, есть только реконструкция тени по косвенным данным, нарисованная участниками экспедиции, потому что настоящая фотография получилась слишком размытая и бесполезная, так как сделана с огромного расстояния. Как бы на это отреагировала научная общественность? Наверное, все здравомыслящие люди долго смеялись бы над тем, как охотники за чудовищем, пытаясь привлечь внимание к своим исследованиям, в итоге скомпрометировали свою научную деятельность дешевым рекламным трюком. Но странным образом, когда абсолютно та же история произошла с фотографией черной дыры, никто не смеялся. Наоборот, все дружно зааплодировали и назвали это прорывом в науке. Мы видим, что даже само упоминание черной дыры поражает сознание людей, превращая их в безвольных зрителей псевдонаучного спектакля. Критический разум устранен, ирония исчезает, а на ее месте возникает почти мистическое благоговение. Если сказано «черная дыра», то верить надо без доказательств. Так научная мифология подменяет науку, а здравый смысл отодвигается в сторону, уступая место внушению. И если наука перестает различать, где данные, где модель, а где визуальный эффект, она перестает быть наукой. Она становится спектаклем. А вы верите
фотографию черной дыры или фотографию тени черной дыры? Подписывайтесь на канал Откровенно науки. Ставьте лайк. В следующем видео мы посмотрим не на нарисованную специалистами картинку тени, а на то, что реально происходит в центре галактики М87.